Привет всем! Сегодня суббота, 6 июня. Это Руслан Ивеев с очередной сводкой с войны. В прошлой сводке я наванговал, что в статистике украинского мониторингового проекта Deep State за май темп продвижения российской армии будет около нуля или даже отрицательный. Так в итоге и получилось. Они насчитали 14 квадратных километров, что по их данным является худшим показателем с октября 2023 года. Дополнительно в публикации они указали, что продвижение украинских сил они отмечают с запозданием, поскольку каждый раз ожидают подтверждения и закрепления на территории. И если бы были отмечены все продвижения украинских сил, то российский темп получился бы даже отрицательным. Мы самостоятельным подсчетом темпов не занимаемся, свои карты не рисуем, но все-таки у нас есть свое представление об основных изменениях на линии фронта. Наша оценка скорее ближе к оценке финской независимой группы Blackbird Group, которые насчитали 82 квадратных километра территориальных приобретений России. Это тоже низкий темп, особенно по меркам мая месяца. И вот пока что все идет к тому, что через месяц действительно можно будет заявить, что на линии фронта война остановилась. Хотя нет, наверное, глагол не самый подходящий, ведь сама стрельба не прекращается. По данным Генштаба ВСУ, штурмовых действий в мае было даже больше обычного. Наверное, правильнее будет сказать, что война застряла в тупике. Звучит несколько разговорно, но застряла – более подходящая ситуация глагол, нежели остановилась. Придать новый импульс сухопутным продвижениям могли бы кардинальные меры. Например, серьезное сокращение фронта и перераспределение ресурсов. Или новая волна частичной мобилизации. Но видит ли это застревание войны сам Путин? Ведь только он решает вопрос мобилизации. В его комментариях по войне все по-прежнему прекрасно, никаких тупиков не прослеживается, российская армия продвигается вперед. Он же не смотрит карты Deep State, да или хотя бы даже сливочного каприза. Поэтому и не видит необходимость принятия каких-то кардинальных мер. К тому же, наконец, сентября намечены очередные выборы в Госдуму. Перед ними никто не будет устраивать таких социальных потрясений. Еще один вопрос. А насколько важны для Путина реальные темпы продвижения по земле? Я считаю, что не очень. Посмотрите, как сейчас все сконцентрировались на воздушных ударах. Это к тому же выглядит куда более эффектно. Так что мое ожидание от войны до конца года – это то, что темп продвижений так и будет болтаться ближе к нулю до конца декабря. Но это не станет триггером для каких-то кардинальных мер. Многие со мной не согласны. Говорят, что вот, middle strike дроны, перерезание логистики, то, сё, война поменялась, и нас ждут какие-то глобальные перемены. Смотрите, если можно было бы имеющимся и появившимся беспилотниками перерезать логистику и взять под огневой контроль дороги на расстоянии 80-100 км от линии фронта, то, наверное, было бы логичным отрезать логистику противника на том участке фронта, где самая опасная ситуация для вас прямо сейчас. Где сейчас самая тяжелая ситуация для ВСУ? Пожалуй, это Константиновка. Несмотря на все эти около нулевые темпы, российские войска продолжают постепенно захватывать город и продвигаться в нем. Вот там как раз для украинских сил сейчас тяжелая ситуация со снабжением своих позиций, находящихся в центре города. Нет угрозы быстрого захвата города, но остановить дальнейшее проникновение и продвижение российских штурмовиков пока не удается. Но вместо того, чтобы отрезать российскую логистику там, в Донецкой области, бьют по сухопутному коридору в Крым. Так вот, это не ввиду какой-то глупости, а потому что понимают невозможность взятия под настоящий огневой контроль дорог, находящихся на расстоянии многих десятков километров от линии фронта. Споря со мной, многие приводят как контраргумент Курский плацдарм украинских вооруженных сил. Указывает на то, что когда российский Рубикон отрезал украинскую логистику и дорогу снабжения Курского плацдарма, так сразу после этого там все посыпалось, и российская армия начала быстро освобождать территорию. Да, но вы упускаете важную деталь. Рубикону удалось отрезать украинскую логистику, взять под настоящий огневой контроль дорогу снабжения только тогда, когда российская армия дошла до села Свердликово, находящегося на границе с Украиной. И только тогда линия фронта оказалась достаточно близко к дороге, чтобы можно было обеспечить достаточное количество запускаемых беспилотников, чтобы обеспечить огневой контроль дороги. А до этого нет. Контратаки российских сил не приносили большого успеха. Продвижение шло медленно. Почему расстояние играет такую большую роль? Ведь сейчас FPV-дроны запросто летают на десятки километров, а дальнобойные беспилотники улетают и за 2000 километров. Потому что для того, чтобы что-то контролировать беспилотниками, вам нужно насытить ими воздушное пространство на этом расстоянии. Запас батареи у беспилотников не бесконечный. И чем более значительная его часть тратится на полет до зоны выполнения задачи, тем меньше батареи остается, собственно, для контроля обстановки на Земле. Поэтому, чтобы контролировать дорогу в 80 км от вас, вам нужно на порядке большее количество беспилотников, чем для контроля дороги в 20 км от вас.
И, конечно, соответствующее количество операторов-беспилотников. Вот в чем бутылочное горлышко. Лично я вижу в этой войне своеобразный потолок, лимит огневого контроля беспилотниками, а именно 20 километров. Ни одна из сторон не может пробить этот лимит и вряд ли сможет, потому что для этого нужны абсолютно другие масштабы производства беспилотников, даже при том, что их и так уже много производят, и совершенно другие масштабы количества дроноводов, операторов беспилотников. Несмотря на всякие там новомодные хорнеты, несмотря на лучшие технологии машинного зрения, несмотря на старлинки, два именно этих фактора не позволят какой-либо из сторон брать под настоящий огневой контроль объекты, находящиеся на расстоянии более 20 километров от линии фронта. Что меня печалит, так это то, что различные структуры ВСУ в своих официальных заявлениях начали злоупотреблять термином «огневой контроль». Третий армейский корпус показал удар беспилотникам по контрольно-пропускному пункту Изварина на границе России и Луганской области Украины и заявил, что они теперь держат под контролем логистические маршруты всей Луганской области. 14-й полк сил беспилотных систем Украины заявил, что они взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, в котором расположена инфраструктура для запуска российских шахедов. Ну, мы помним какой-то контроль. Это когда периодически наносятся удары по этой инфраструктуре, российские военные отстраиваются и снова запускают оттуда шахеды. Это вот такой контроль у них. Министерство обороны Украины заявило взятие под огневой контроль автодороги Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через юг оккупированных территорий. Это хорошо еще, что у аудитории память как у рыбки, поэтому в декабре никто не спросит: погодите, а почему до сих пор не видно какого-нибудь прорыва ВСУ в Луганской области? Почему Донецкий аэропорт продолжает использоваться для запуска шахедов? Почему нет обрушения российского фронта на юге оккупированных территорий? Ведь вы же заявляли про контроль? Так почему же все-таки целью атак Middle Strike дронов сейчас выбрали сухопутный коридор в Крым? Я думаю, это потому, что как раз в рамках ситуации с Крымом такие удары могут принести самый заметный медийный, политический и социальный эффект. Летом и так обычно дефицит с топливом возникает, а с Крымом ситуация особая. По железной дороге через мост топливо в Крым не везут после украинских ударов. Железнодорожные паромы через Керченский пролив тоже повреждены. Крым изначально сложен для адекватного снабжения, так что как раз в истории с ним будет проще чуток добавить беспилотниками, чтобы проявился максимальный эффект. На военных это тоже отразится, но не так сильно. По нашим прикидкам, сейчас каждый день на дорогах юга Херсонской, Запорожской и Донецкой областей поражаются десятки единиц транспорта. Но при этом курсируют их там сотни каждый день. Так что нет, это не отрезание снабжения для военных и не отрезание логистики для военных. Тем более, что в отличие от гражданских, у военных водителей нет возможности отказаться отправляться в рейс. Говорить, что «я боюсь, я не поеду». Есть приказ, надо выполнять. Как раньше под прилетами Хаймерсов ездили, так и сейчас под риском прилета Хорнетов будут ездить. Война плавно перетекает из сухопутной в дальнобойную. Фронт стоит, а вот масштаб ударов дальнобойными беспилотниками и ракетами растет быстро. Летом всегда больше ударов, больше разрушений, больше крови. Лето еще только началось, а уже предшествовавший ему май стал самым смертоносным за все время наших наблюдений. Так много погибших и так много пострадавших не было ни в одном другом месяце. 377 человек погибло и 2783 человека пострадало. И это несмотря на майское трамповское перемирие. До этого самым страшным месяцем был июль прошлого года. Тогда погибло 363 человека, а пострадало 2230. Если сделать разделение по территориям, то получится, что 74% всех жертв было зафиксировано на территории, подконтрольной украинским властям. Это жертвы российских ударов. Несмотря на то, что по количеству запущенных дальнобойных беспилотников Украина догнала и даже перегнала Россию, по-прежнему подавляющее большинство потерь мирных людей происходит от российских ударов. Хотя, казалось бы, большинство мирных погибает или получает ранения именно от беспилотников. Не от ракет и не от этих ваших Искандеров, Цирконов или уж тем более Орешников. Именно от беспилотников. Украина запускает их теперь больше, чем Россия. А все равно большинство мирных погибает от российских ударов. На мой взгляд, это показательно. Я ни в коем случае не придерживаюсь точки зрения, что жертве войны можно все. Что в ответных ударах можно бить по гражданским, что можно придумать все новые оправдания ударов по Старобельску или автобусу в Янакиево. Нет. Одно зло не оправдывает другое. Но да, российская армия причиняет куда больше зла. Во вторник, 2 июня, были массированные обстрелы. 30 мирных людей погибло по обе стороны линии фронта.
Из них 22 погибли на территории, подконтрольной украинским властям. Очень много прилетает баллистики по Украине. По обстрелам 2 июня изначально заявлялось, что по Украине было запущено 33 баллистических ракеты комплекса «Искандер». Это было несколько удивительно, потому что вроде бы как месячное производство этих ракет достигает около 60 штук. И было бы странно тратить половину месячного производства на одну атаку. Позднее выяснилось, что половина запущенных баллистических ракет были не «Искандерами», а ракетами РМ-48У. Это ракета комплекса С-400, которая до полномасштабной войны использовалась как ракета-мишень на учениях сил противовоздушной обороны. Сейчас же Россия переделала ее для удара по наземным целям. Главное управление разведки Украины заявляет, что Россия в этом году планирует произвести более 480 таких вот ракет, удвоив их темп производства. А производство «Искандеров» остается на уровне около 700 ракет в год. И из этих цифр можно сделать два вывода. Суммируем количество «Искандеров» и ракет РМ-48У, получаем около 1200 ракет в год. Чтобы отразить такую угрозу, нужно как минимум вдвое большее количество ракет-перехватчиков для комплекса Patriot, то есть больше 2000 зенитных ракет в год. А их столько даже не производят. Плюс есть потребность от стран Ближнего Востока на восполнение своих запасов. Второй вывод – это то, что февральский удар ракетами «Фламинго» по Воткинскому заводу, который как раз и производит «Искандеры», не нанес ему серьезного ущерба. Темп производства остался прежним. На самом деле, тут можно сделать и третий вывод, что, как и в американо-израильской операции против Ирана, нужно сделать особый приоритет на выявление и уничтожение пусковых установок «Искандеров» и С-400. Если будет не хватать пусковых установок, то реализовать выросшие в производстве ракеты не особо получится. Периодически мы видим в отчетах украинских сил, как они выявляют на оккупированных территориях «Искандеры» и поражают их. Нужна дополнительная помощь европейской и американской разведок с оперативным выявлением этих комплексов. Что касается российских беспилотников, то, наверное, по масштабам производства Россия может снова догнать Украину. Вот только где брать такое количество персонала, который будет готовить, запускать, а иногда и управлять этими шахедами? Тут очередное бутылочное горлышко. Много у нас спрашивают про эффективность российского ПВО в вопросе защиты от украинских атак. И часто спрашивают это по горячим следам. Из Питера только приходят первые кадры с поднимающимся столбом черного дыма, а меня уже допытывают вопросами, насколько эффективно было российское ПВО. Чтобы отвечать не на бум, надо знать все исходные цифры. А именно, сколько беспилотников было запущено по Питеру. То, что какие-то беспилотники долетели, вовсе не значит, что ПВО было неэффективным. Потому что одно дело, если долетело 8 из 10 беспилотников, и только 2 было сбито. И совершенно другое дело, если долетело 8 из 100. В последнем случае это хорошая эффективность. Для борьбы с этими воздушными угрозами регионы набирают резервистов. В Москве в подобном объявлении о наборе в подразделение «Барс Москва» мы заметили странную деталь. Там указано, что период работы в «Барс» может быть зачтен в срок службы по призыву. Мы такое встречаем впервые. Я не особо представляю, как это можно провести по закону, ведь речь про подписание контракта с добровольческим формированием. Это не контракт с Минобороны, это не военная служба, это даже не нахождение в так называемой зоне СВО. Так что как такая работа может быть зачтена в срок срочной службы, я не представляю. Плюс аббревиатура «Барс» расшифровывается как «Боевой армейский резерв страны». В него нельзя попасть без опыта службы. Это ведь запись в резерв. Так что о какой замене срочной службы тут может идти речь? Есть у меня подозрение, что это очередная уловка. Если прийти по указанному адресу, то да, тебе предложат подписать контракт с добровольческим формированием, который не бессрочный, который для отражения угроз беспилотников. Но если ты спросишь, а вот можно мне, чтобы это было вместо срочной службы, а то я еще не служил, но подлежу призыву, то тебе скажут, тогда тебе другой бланк, вот этот вот. Вот здесь вот подпиши, и там тебе уже подсунут обычный контракт с Минобороны России, который будет невозможно разорвать в последующем. У журналистов есть такая традиция – постоянно спрашивать о сезонном наступлении армии России. В начале весны они спрашивают про весеннее наступление, в начале лета – про летнее, потом про осеннее и зимнее. Я каждый раз говорю, что нет никаких отдельных весенних, отдельных летних наступлений, но эти вопросы все равно не прекращаются. Я бы сказал, что с изменением войны теперь можно говорить про начало кампании, а не наступлений. Вот по ним такое деление плюс-минус есть. И сейчас начинается летняя кампания. Я имею в виду, конечно, кампанию воздушных ударов.
Некоторые аналитики особенно опасаются того, что летом российская армия в ходе такой кампании будет пытаться подорвать водоснабжение разных городов Украины, особенно Киева, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Что действительно будет целью следующих воздушных ударов России, будем наблюдать. Российские чиновники сейчас любят повторять, что Россия приступает к системному нанесению ударов по центрам принятия решений. Но пока непонятно, в чем это выражается. Неужели ударов Орешника по сараям? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, но мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока.